Мы все полюбили Сулеймана, Мустафу и Ибрагима благодаря хиту «Великолепный век». Они были настоящими бриллиантами сериала, чьи судьбы заставляли нас замирать у экранов. Но где вымысел, а где суровая история? Давайте узнаем, как на самом деле встретили свою смерть эти великие исторические фигуры. 10-й султан Османской империи, его гениальный великий визирь и самый многообещающий наследник престола. Их имена навсегда вписаны в золотой век империи. Они вместе одерживали великие победы, делили власть и влияние. Но парадокс истории заключается в том, что абсолютная власть не щадит никого. Их пути разошлись в разные стороны, а концы оказались полны предательства, слез и тайн, которые империя пыталась скрыть. Падение Сокола – истинная история Ибрагима Паши. Ибрагим Паша из Парги. Для зрителей он блестящий стратег, верный друг и жертва интриг Хюррем. Но историческая реальность гораздо жестче. В турецкой историографии он предстает как гениальный деятель, чьей главной бедой стала смертоносная болезнь власти, безграничная гордыня, или, по-турецки, кибир. Став вторым человеком в огромной Османской империи, Ибрагим постепенно потерял связь с реальностью. Точкой невозврата стал тяжелейший персидский поход. Опьяненный своим статусом, Паша совершил абсолютно роковую ошибку. Он начал использовать в официальных переписках титул Сираскир Султан, султан-главнокомандующий. Для абсолютной монархии османов это было равносильно прямой государственной измене. Сулейман Кануни, ревностно оберегавший свою исключительную власть, воспринял этот шаг как личный вызов. Добавьте к этому казнь Искендера Челеби, глубоко уважаемого казначея империи, и постоянные отчеты осведомителей о невероятном высокомерии визиря. Интриги Хюррем Султан лишь грамотно ускорили неизбежный процесс, но истинным палачом Ибрагима стало его собственное раздутое эго. Возникла серьезная теологическая проблема. Сулейман ранее поклялся, что Ибрагим никогда не будет казнен, пока сам султан жив. Чтобы легально обойти свою клятву, падишах обратился к высшему духовенству. Была выдана историческая фетва, поскольку сон – это бессознательное состояние или малая смерть, казнь можно провести абсолютно законно, пока правитель крепко спит. Ничто не должно было нарушить данное им слово. Ночь на 15 марта 1536 года стала последней для великого визиря. Он мирно ужинал с падишахом во дворце Топкапы и остался ночевать в соседних покоях. Как только Сулейман уснул, к Ибрагиму бесшумно вошли 4 немых палачей с шелковым шнурком. Хроники гласят, что он проснулся и яростно боролся за жизнь. Следы страшной схватки оставались на стенах покоев еще долгое время. Тело могущественного человека, перед которым трепетала Европа, тайно вынесли под покровом ночи. Его похоронили в безымянной могиле в районе Галата без единого памятника и почестей. Все несметные богатства визиря немедленно изъяли в государственную казну. Так османы навсегда стирали из истории имена тех, кто забывал свое истинное место перед троном правителя. Трагедия надежды. Истинная история Шехзаде Мустафы. Шехзаде Мустафа – старший сын падишаха и главная надежда империи. Для современных зрителей его смерть стала величайшей несправедливостью, и турецкие современники были с этим полностью согласны. В глазах армии, простого народа и элиты Мустафа являлся идеальным наследником престола. В нем видели второго Селима Грозного. Но эта колоссальная всенародная любовь и стала смертным приговором для принца. К середине века Сулейман начал стареть, а его паранойя стремительно расти. Падишах прекрасно помнил историю. Его отец Селим сверг с престола своего отца. Страх повторить судьбу ослепил Сулеймана. Этим воспользовались Рустем Паша и Хюррем Султан. В турецкой историографии признано, что они организовали гениальную провокацию. Была подделана переписка Мустафы с персидским шахом. На письмах стояла поддельная печать Шехзаде, где он якобы просил военной помощи для скорейшего свержения отца. Для мнительного султана это стало главным доказательством измены. Осенью 1553 года во время похода армия разбила лагерь в долине Эрегли. Мустафа получил строгий приказ явиться к султану. Советники умоляли его не ехать, предчувствуя ловушку. Но принц оказался перед жестоким выбором. Вооруженный отказ означал открытый бунт и гражданскую войну. Идеалист Мустафа выбрал преданность, до последнего надеясь оправдаться. Он надел белые одежды, символизирующие чистоту помыслов, и погребальный саван, и направился к отцу в шатер. Как только Мустафа вошел внутрь, охрана тут же лишила его кинжала. Отца перед ним не оказалось,
Сулейман молча сидел за плотной шелковой ширмой. На принца набросились 7 немых палачей залифов. Исторические хроники с неподдельным ужасом описывают эти минуты. Физически невероятно сильный Мустафа отчаянно сопротивлялся, раскидывая палачей и пытаясь докричаться до отца. Но силы были неравны. В итоге ему накинули на шею шелковую тетиву от лука. По строгой османской традиции, проливать кровь членов правящей династии категорически запрещалось, их лишали жизни только через удушение. Тело некогда обожаемого наследника выложили перед султанским шатром на персидском ковре. Эта казнь едва не стоила Сулейману власти, потрясенные янычары подняли грандиозный бунт. Позже, по прямому приказу султана, чтобы навсегда исключить возможность кровной мести, в Бурсе был задушен и 7-летний сын Мустафы. Так, ради сохранения абсолютной власти навсегда угасла главная надежда Османской империи. Последний поход – тайная смерть султана Сулеймана. Смерть самого великолепного, или, как его почтительно называют турки, кануни законодателя, султана разительно отличалась от кровавых дворцовых драм его визиря и сына. Для турецкой истории финал жизни Сулеймана – это не просто уход великого правителя, это беспрецедентный политический и шпионский триллер. Это поразительная история о том, как мертвого падишаха заставили править государством еще целых 1,5 месяца ради спасения армии и империи от неминуемого краха. К 1566 году 71-летний Сулейман представлял собой лишь бледную тень того могучего воина, что когда-то сотрясал всю Европу. Он жестоко страдал от мучительной подагры и тяжелой дизентерии. Однако, желая доказать непоколебимую мощь османов после ряда военных неудач, он лично возглавил свой 13-й поход на венгерскую крепость Сигитвар. Султан уже не мог держаться в седле, поэтому весь долгий путь он проделал в закрытой конной карете, превозмогая страшные боли. Осада Сигитвара оказалась изматывающей. В ночь на 6 сентября, всего за сутки до окончательного падения крепости, сердце падишаха навсегда остановилось в походном шатре. Великий визирь Соколлу Мехмед Паша, мгновенно оценив риски, принял леденящее душу решение – армия ни в коем случае не должна узнать правду. Узнав о смерти правителя, янычары подняли бы немедленный бунт, осада была бы сорвана, а империя погрузилась бы в гражданскую войну за трон. Началась беспрецедентная операция по сокрытию смерти падишаха, продлившаяся ровно 48 дней. Личному врачу под страхом жестокой казни приказали молчать. Тело Сулеймана глубокой ночью тайно забальзамировали прямо в шатре, извлекли внутренние органы и захоронили под кроватью, чтобы остановить разложение. Ежедневно в султанские покои с привычной помпой продолжали заносить роскошные подносы с едой, которую тайно съедали доверенные лица. Визирь регулярно заходил на доклад и выходил с официальными приказами, искусно подделывая почерк покойного. Даже когда непокорная крепость пала, победу праздновали так, словно Сулейман жив и радуется успеху. На обратном пути в столицу двойник в султанских одеждах в полумраке махал рукой из кареты проходящим войскам. Этот грандиозный обман продолжался до тех пор, пока официальный наследник Селим II не прибыл в Белград для безопасного восхождения на престол. Только тогда солдаты услышали заупокойную молитву. Так закончилась эпоха султана, чье имя заставляло трепетать мир даже спустя 48 дней после его последнего вздоха.